Ну что, проектор. И я вам скажу, это проектор не из Китая. Знаете, что это? Это проектор вот такой вот Open от Acer. Это у нас Fire Legend QF18S. Вот такой вот красавчик. И он имеет некоторые очень классные решения. Далеко не стандартные, как для всех проекторов. Короче, с автофокусом, с автокейстоун, с очень низким шумом. И на это повлияло одно решение очень интересное. При этом по очень интересной цене, то есть дешевле взять здесь фирменный с хорошей яркостью 800 ANSI или 13 тысяч лет люмен. С хорошей яркостью и с хорошими функциями, чем, допустим, брать на Алиэкспрессе. Ну, короче, суть-то дела. На канале Технозон поехали. А вообще, я вам скажу такую вещь. Дело в том, что данный проектор очень интересен тем, что они взяли и вынесли блок питания вот прямо за проектор. А знаете, что это дало? А это дало меньше нагрев, раз, меньше вес, два, и третий, он меньше греется и меньше шумит при охлаждении. Это позволило сделать более тихое охлаждение. Это немаловажный аспект, который многие ищут. При том, что яркость здесь, ну да, как оценивают китайцы. Там раз написали, там, взяли люксометр китайский, вот так вот просто луч света замерили. Там же есть три типа, есть ANSI люмен, есть LED люмен, а есть еще оптический LED люмен, который они меряют на источнике света. Такое себе. И, честно говоря, утвержденного стандарта, хотя есть вроде бы ANSI, там утвержденный стандарт, но каждый меряет кто как, ну, знаете, как Бог на душу положит. В данном случае это честный 800 ANSI. Это честный проектор, при этом у которого минимальный эффект линзирования на краях. Это линза выпуклая, там в любом случае эффект линзирования будет, но он настолько минимальный, что вы его практически не заметите. При том, что здесь они наконец-то, то есть если брать китайские обыкновенные, там типа Тандилов и тому подобное, они там что ставят? High-Silicon процессор на 1 ГГц, даже самый яркий, там мега 35 миллиардов этих LED люмен, они ставят яркость, да, там какие-то лампы сумасшедшие, и не иметь там нормального процессора для того, чтобы там обрабатывать нормальное HDR изображение, ну это бред. Здесь поставили обыкновенный мультимедийный, кстати, процессор МТК, который наконец-то может обрабатывать YouTube 1080p 60 Гц, либо нормально декодировать 4К файлы со звуком. Да, на внутреннем плеере, как у всех, невозможно сделать нормальную калибровку, но он калиброван с завода, вот и все. А на внешнем HDMI там вообще докалибровка шикарная, вы можете не только контрастность, яркость, там, цветность, насыщенность. Вы можете еще цветовую температуру, при этом цветовую температуру не просто выбрать холодный, а можете еще по цветам ее эту, по разным точкам калибровки делать. Это прикольно сделано, потому что это конкретно вот брендовый проектор. И они знают, как этот проектор делать. Acer всегда выпускала, да, это бюджетный. Я не говорю сейчас про проекторы дешевле 100 баксов. Я говорю сейчас про проекторы, которые стоят там в районе $300, а этот даже чуть дешевле выходит. Ну, в общем-то, ссылки в описании под видео. Вы, кстати, еще подпишитесь и нажмите колокольчик. Мы сейчас с вами перейдем, потестируем. Ну, во-первых, мы посмотрим кратко на его интерфейсы. Мы сейчас с вами перейдем, потестируем. Я нашел его, в принципе, на сайте Open, да, там как они идут. Но здесь абсолютно такая, знаете, именно, знаете, как я это называю, рекламные какие-то заявы по типу автофокуса. Кстати, беспроводная проекция очень неплохо работает с компами для проекционного. Он подходит проектор, потому что очень хорошо шрифты различаются. Неплохой звук, и тут, в принципе, знаете, очень мало всего. Я скачал, здесь вот есть в разделе скачки технические характеристики, мы можем, кстати, на них посмотреть более близко. И здесь уже пошло. Это LCD, само собой, проектор с белым LED технологией освещения. И вот меня интересовала проекционная дальность. От 1,5 до 3,1 метра, и получается от 1,4 это будет 55 дюймов, до 3,04 это будет 120 дюймов. То есть это не короткофокусный, но он сам по себе компакт из-за того, что вынесен блок питания. 800 ANSI люмен стандарт, 13 тысяч LED люмен, это в стандартном режиме, 1000 к 1 контраст и 16,7 миллионов цветов. Больше нас здесь ничего не интересует, кроме того, что шум заявленный 35 децибел и есть автокейстоун. Слушайте, все прикольно, ссылки на продавцов я закинул на всех, которых нашел в описании под видео, а вы там уже сами идите смотрите. Ребят, все, переходим, потом делаем выводы. Ну и сам проектор. Смотрите, спереди линза. Кстати, линзу пальцами не трогать. Для этого в комплекте есть вот такая вот тряпочка для протирочки. Видели? Видели. Дальше. Камера автофокуса, датчики. Сзади
Один HDMI-чик, USB-шечка, вход питания, есть инфракрасный датчик для пульта и есть у нас выход 3.5 на наушники либо на акустику. Здесь у нас... здесь у нас Lano J45, кстати, есть сбоку еще, удобно. Сам он по себе действительно ультракомпакт какой-то из-за вынесенного вот этого блока питания, который мы сейчас посмотрим. Есть винт, который совмещает в себе и винт углов наклона. Смотрите, то есть можно вот таким вот образом делать. Вот оно видно? Да. Видно, да, теперь да. Либо можно просто-напросто его выкрутить, и у вас получится винт крепления. То есть не винт крепления, а гнездо крепления для различных, грубо говоря, для различного варианта его закрепления на потолке, например. Очень удобно все сделано. Давайте закрутим. По проектору как бы все понятно. Теперь по блоку питания. Внешний блок питания на 150 Вт. Он у нас получается 24 вольта, 6,25 ампер. Одно из самых лучших решений, которые я видел. И в комплекте есть еще обыкновенный HDMI и коробочка. По пульту. Пульт представляет собой достаточно качественный пульт, в отличие от стандартных китайских. Это пластик, конечно же, на двух батарейках 3A, но при этом у которого есть и мануальный фокус, мануальный трапециоид, входы питания и входы сигнала, и в принципе все остальное достаточно стандартно. Нормальный такой себе пульт, не сильно даже громкий. Поэтому идем дальше. Ну что, казалось бы, традиционный интерфейс проектора, но нет. Брендовый проектор, брендовый. Давайте пойдем в настройки и заходим, когда в настройки мы видим нетрадиционные китайские, скажем так, настройки. Да, это один из OEM проекторов, но который действительно неплохо доработан. Объясню, в чем вопрос. Начнем с того, что если мы с вами идем в расширенные настроечки, кроме того, что у нас есть варианты загрузки приложений, когда при загрузке проектора источники загрузки и все остальное, у нас есть HDMI-цикл. HDMI-цикл не свойственен проекторам. При этом, когда у нас включается заставка, у нас есть ambient режим там с какими-то пальмами, но это такое дело, вы видите, да, сейчас, которое я наснимал. По настройке проекции. Режим установки, это имеется в виду, как его закрепили. И вы можете поменять проекцию, то есть это вот вперед рабочий стол, например, там у нас потолок задний, там вперед потолок и зад рабочий стол. То есть, но после изменения проекции вам необходимо будет менять настройки. То есть у нас есть настройки фокусировки, у нас есть автофокусировка, то есть мы можем выключить, включить, и калибровка картинки по факту. Также у нас есть настройки коррекции, есть автокоррекция, ступенчатая коррекция, чтобы вы понимали. Лисичка, тронь, пожалуйста, проектор. Вот мне интересно, измени его чуть-чуть, скажем так. Раз, поставь, только верни обратно, ты его сместил. Ага. И у нас раз, все выровнялось. То есть у нас есть обыкновенная еще четырехточечная коррекция, и можно сбросить трапециидальное искажение. Больше ничего нам тут интересного нет, кроме того, что можно подключить сеть. Google сервисов нет, Android 9, 1/8, это вполне хватает для проектора, у которого нет, скажем так, сервисов. Но теперь вопрос в другом. Смотрите, какая фишка. Дело в том, что проектор наконец-то не на хай-силиконе, проектор на медиатеке, и это означает, что у нас с вами процессор 1,5 ГГц. А это оптимальная для Full HD проекторов. Вот мы видим, у нас 4-ядерный Cortex A53, 1550, 1550 МГц, и вот это вот хорошо. Потому что здесь у нас система, смотрите, MT5862, это конкретно мультимедийный проектор. Даже то, что здесь 1 гигабайт памяти, у нас вопрос в том, что нет Google сервисов, которые эту память съедают. И теперь мы, допустим, зайдя в YouTube, обычно на китайских проекторах, которые ставят гигагерцовый процессор High Silicon, у нас есть проблема с воспроизведением, допустим, того же самого YouTube 1080p 60 Гц. Здесь мы с вами имеем нормальное воспроизведение 1080p 60 Гц абсолютно без тормозов. Вот, пожалуйста, мы включаем, с вами можем диагностику включить. Давайте, статистика для сисадминов. У нас там есть базовые 17 дропов. Это все мелочи. Но 1080p 60 Гц мы с вами имеем. И базовые дропы не увеличиваются. При том, что картинка абсолютно яркая. То есть я сейчас вам покажу, что мы смотрим с вами вот это видео в полностью освещенном помещении. То есть это помещение где-то 60% заливки светом, и яркости хватает для того, чтобы смотреть отлично на этом проекторе какое-то видео. И при этом у нас нет никаких проблем, понимаете? То есть это плюс, хорошо. То есть по ютубчику отрабатываем
Хотя здесь и AVC кодек, допустим, в YouTube проигрывает, но мы что не проигрываем видео больше 1080p, потому что у нас по факту и не может он проиграть такого. Поэтому мы с вами идем еще в приложение. Я вам могу сказать, что у нас здесь есть. Кроме этого, у нас здесь есть Android Mirroring. Это не совсем Android Mirroring, это у нас зеркалирование. Это обыкновенный Mirrorlink или Miracast, к которому можно подключиться, например, даже с Windows. То есть мы сейчас подключаемся с винды и, грубо говоря, можем использовать как проекционный проектор. Даже просто, пожалуйста, я подключил, скажем так, свою винду. Можем выставить там разрешение, например, 1920 на 1080. Вот, сейчас включили. Пожалуйста, у нас Full HD, полная с вами. Вот я даже вам окошечко сейчас туда передвину. Вот, у нас, видите, у нас Full HD полностью мы можем с вами использовать как проекцию. Все читаемо. Хорошо, отключаем беспроводную проекцию. То есть у нас все это отлично. Есть у нас мультимедийный проигрыватель. Кстати, определяет только NTFS диски, exFAT не определяет. И сразу же идем на воспроизведение 4К видео. Объясню, очень хочется попробовать, насколько он может декодировать 4К видео. Используем тестовые высокобитрейтные файлы LG New York 4К, можем LG Барселону использовать, он здесь идеально. На внутренних плеерах мы не можем с вами коррегировать и настраивать изображение в плане того, чтобы делать дополнительную какую-то калибровку. Давайте там какой-нибудь Sony или Samsung 7 чудес. Ну, все идеально работает, действительно идеально. Тут я ничего не могу сказать. По поводу 24-кадрового режима фотографируем с выдержкой 1 секунду. Видим, что у нас не совсем серая и не совсем шахматка. Скорее всего, для 50 Гц тут чего-то делали. Хотя чистых 24 Гц нету. А теперь мы посмотрим, смотрите, по качеству. Оверскана нет никакого. Я вам скажу сразу, он откалиброван по заводской калибровке. При том, что камера не передаст, однако 8 и 4 видно. Мы не можем, к сожалению, с вами менять какие-то настройки и калибровать на внутреннем плеере, но можем это сделать в расширенном режиме на внешнем. Но при том, что он откалиброван с завода. То есть и в контрасте, и в яркости. Я бы в яркости, конечно, чуть-чуть, при том, что на внешнем плеере нам пришлось откалибровать всего лишь плюс 3 пункта из 100. Это вообще ни о чем. Девочки выглядят абсолютно реальными, имеется в виду натуральный цвет у них есть. И, в принципе, все остальные картинки, которые мы берем по натуральным цветам, то есть у нас, смотрите, по яркости еще вам одна картинка. Допустим, смотрите, я снимаю видео, насколько он дает неплохой ambient эффект. И я вам скажу, это прям, видите, прям заливает даже в освещенном помещении. То есть мы смотрим в освещенном помещении и получаем неплохой ambient эффект от заливки света. То есть проектор имеет достаточную яркость для просмотра не то что в темном, а даже в полутемном помещении. Это очень эффектно выглядит на самом-то деле. Черный, смотрите, сейчас будет черный, включится, и он фактически как гаснет. Неплохо выглядит. Дальше. Квадраты все разделены на основных цветах, то есть это значит, что у нас правильно откорректировано. И даже здесь мы мелкие квадраты боковые видим во всех цветных кругах. И видим 2 квадрата в черно-белых. Хотя, опять же, 3 пункта на яркость я бы добавил. Яркостно-контрастный анализ нас не подводит в наших суждениях. И даже в этом моменте, смотрите, тут очень все интересно сделано. 99, 98, 97% заполнения в этой части. У нас их видно во всех практически цветах. То есть, я не знаю, камера, скорее всего, не покажет этот момент. Но здесь у нас тоже разделение мы видим. Единичный квадрат, двойное в градации. То есть, вот здесь вот на 2 пункта я бы яркости добавил бы. Черный яркостно-контрастный анализ, вернее серый, синий, зеленый и красный проходит идеально. И по размытию у нас по линзированию практически нет линзирования, я вам скажу. То есть это настолько минимально сделано, у нас пиксели не уходят за рамки экрана, в отличие, там, допустим, от других брендов, которые делали. Мы делали обзор брендового проектора, и там была проблемка одна. Тоже девочки выглядят абсолютно идеально, и у нас нет пропуска веточек, это значит, что у нас здесь чистая матрица, и девушка выглядит тоже, у нее все реснички разделены, мы видим их тонкую прорисовку, поэтому мы делаем вывод, что здесь честная матрица. По проекционным своим делам
Он подходит для проекционных моментов, потому что мы видим здесь четко раздельно 8 текст, 10, 6 уже смазанный, откровенно говорю. Я его, кстати, вижу 8, когда отхожу на расстояние 2-3 метров, нормально не размывает. Поэтому при этом практически в любом из шрифтов мы видим отличное отображение текста. Он подходит для проекционного. Теперь переключаем на внешнее устройство, на HDMI-чик. Здесь у нас сейчас подключен Xiaomi TV Box. Пожалуйста, мы идем с вами в настроечки экрана. Он у нас показывает, что есть доступность 50, 60 Гц, 30, 24, 23 978 и максимально, что он дает выбрать по Edit. Короче, он информацию выдает о том, что здесь нет 4К, есть 1080p, чего мы ожидали. 4К он может декодировать на внутреннем плеере. И уже здесь, пойдя в тестовые картинки, мы с вами можем докалибровать в данном случае проектор для внешних, скажем так, устройств. Это отлично. В данном случае мы видим, что у нас калибровочка уже сделана. Объясню, как это делается. На пульте проектора выбираем дисплей, выбираем пользовательский. Здесь буквально мы можем, видите, калибровать яркость, контраст, насыщенность, четкость и тон. И что самое интересное, у нас есть пресеты гейм мягкий, светлый, цветовая температура. Мы можем с вами играть с цветовой температурой, при этом можем ее в пользовательском режиме настраивать. Эту цветовую температуру тоже отлично. Есть даже полосный эквалайзер в разных частотах и в принципе есть даже поддержка объемного звука. Слушайте, достаточно неплохо в том плане, что вы еще можете пультом проектора управлять вашим ТВ-боксом. Потому что ЦИК поддерживается. И вот сейчас мы видим и в яркости, и в контрасте идеальное отображение. Девочек мы чуть насыщенность прибрали, чуть-чуть буквально. И само собой, как результат, получили идеальные картинки по своей калибровке. То есть в любые, видите, у нас везде и квадраты отображаются, и все цвета правильно базовые отображаются, разделение цветов в яркостно-контрастных анализах квадратов тоже мы видим четкое разделение. Так же, как и здесь во всех цветах мы видим нижние градации 99, 97, 98. Поэтому я вам скажу так, очень неплох проектор в плане своей калибровки, яркости, контрастности, хотя здесь контраст не самый крутой, который заявлено, но один из интересных в плане, наверное, честности. То есть мы можем с вами пойти еще в ютубчик, допустим, запустить здесь какой-то наш тестовый ролик и посмотреть, что у нас получится в плане четкости и красочности картинки. Давайте, мне очень нравится вот этот ролик, он очень контрастный, очень такой насыщенный, и я вам скажу класс. По звуку, если тестировать, давайте загоним громкость вверх. Я вам скажу, это не плоский звук, не самый худший. Хотя это и не топовый звук, я тут буду предельно честен, потому что бывают такие моменты, когда там, знаете, звук хрипящий, здесь он недостаточно громкий, хотелось бы чуть-чуть больше громкости, чуть больше басистости, однако жаловаться на звук при, допустим, таком исполнении и такой цене было бы глупо. В общем, идем и делаем выводы. В качестве выводов скажу, мне очень понравился проектор. Действительно, классный проектор с классными технологиями. Фирменный, работает быстренько, декодирует, воспроизводит и калибруется. Что еще надо? Это даже в некоторых случаях лучше, чем купить какой-то китайский шлак. А мы с вами прощаемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.